Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Никакого перерыва у нас не будет, а это значит еще больше крутых и безумных реплеев. Сегодня вы узнаете, как сделать ботшат невидимым, почему 704-й объект самый опасный на Диком Западе и, наконец, как выиграть без снарядов против 4 соперников. Но сначала, как всегда, разогрев. Начинаем наш разогрев на Эрленберге, где к концу боя обнаружился, очень дерзкий Е-50М. Судите сами. Враги сделали практически все, чтобы наш немец даже не помышлял о геройстве. Но, как оказалось, единица прочности — это самое то для нагиба. Союзный тезка погибает от рук ботшата, и математика нам подсказывает, что у врага осталось 3 снаряда в барабане. Ну и ладно. Рикошет 1, непробитие 2 и рикошет 3. А чтобы другому ботшату не было обидно, от него тоже не пробитие. А в качестве десерта убийство арты номер 1, захват и убийство арты номер 2. Едем дальше. Карта провинция, она же безумная песочница, представляет вашему вниманию американскую арту Т-57 и ее друзей. Озорной малыш Т-7 Combat Card так любит веселиться и бегать, что никакие обстоятельства боя не могут ему помешать поиграть с другом. Только посмотрите, с каким задором он стреляет по арте из своего водяного пистолетика. Какое упорство! Т-57 тоже не отстает в этой гонке безумия. Выстрел в арт-режиме с 5 метров? Ну я же на арте. Что не так-то? В итоге, конечно, групповые обнимашки заканчиваются плачевно. С Т-7 случился совсем не эмоциональный взрыв. Ну а наш герой все же научился стрелять в ПТ-режиме. Молодец! Закончим разогреваться на карте Мураванка. И Су-152 в конце боя пытается помочь оставшемуся союзнику всеми силами своей могучей пушки. Загорается лампочка. Кто бы мог меня светить? Матерь Божья, ты что тут делаешь? Да уж, я могу это объяснить только одним способом. Пантера тоже котик, а котики милые и добродушные. Ладно, на этом разогрев окончен, переходим к номинациям. Разведчиком этой недели становится игрок с ником Сергей и какие-то цифры на ботшате. Лес на Мураванке очень интересное место. Не потому, что в нем постоянно все стоят и перестреливаются, а потому, что в нем можно буквально затеряться. В таких случаях бой какое-то время напоминает документальный фильм из жизни камня. Сейчас наш герой покажет вам, как это происходит. Едем в кусты и стоим. И как бы все. Враги настолько близко, что любому члену экипажа достаточно просто чихнуть, чтобы француза обнаружили. Враги настолько близко, что расстояние до них меньше 100 метров. Удивительно. Но бой идет, враги светятся, гибнут и опять светятся. А наш герой просто стоит. У многих врагов экипаж успел постареть, а ботшат все стоит и просто светит. Иногда крутит башни для приличия. Стойте-ка, а не напоминает ли это наших горячо любимых разведчиков с Малиновки? Ответ – нет. Наш герой к концу боя решается на активные действия и засвечивает всю вражескую артиллерию, а заодно и еще несколько соперников, не забывая отправлять некоторых из них в ангар. Итог – 9000 урона по разведданным, медаль дозорного и звание разведчика этой недели. Вполне заслуженные награды для нашего героя. Поздравляем! Поддержкой этой недели становится игрок с ником Погранец М9 на китайском среднем танке Т-34-2, карта Утес. В начале боя наш герой занимает достаточно удобную позицию и начинает обстрел неприятеля. Толком сфокусироваться на ком-то конкретном не получается, но вот наконец появляется такой приятный аппетитный Т-32. Несколько выстрелов и союзная арта отбирает столь желанный фраг. Ладно, не принципиально, тем более что вражеский А-44 совсем неуважительно повернулся к нам кормой. Такой метафорический плевок в душу бравого китайского воина не может пройти безнаказанно. И не проходит. Вот только от руки союзного Е-25. И это не беда. Т-43 появляется на горизонте и прямо просится стать экспонатом в нашем музее фрагов. По приятной традиции доводим врага до ваншотного состояния, и уже по менее приятной традиции соперник погибает от союзного снаряда. На этот раз Hellcat. Нашему герою все же удается пополнить копилку фрагов вражеским индианам, но это не помогает задобрить судьбу. ИС-6 выкатился бочком, несколько выстрелов, и вы уже знаете, что произойдет. Да. Судьба преподносит китайцу еще один подарок в лице 416-го объекта. Но горечь и печаль не могут так просто покинуть разочарованного китайца. Просто 2 фрага вместо воина. Впрочем, именно для вот таких случаев и есть мы. Золото, медаль и, конечно, звание поддержки этой недели будут для игрока с ником Погранец М9 приятным напоминанием, что справедливость в мире танков все-таки есть. Поздравляем! Защитником этой недели становится игрок с ником Николас Дэнди на 6-м ИСе.
Излюбленная для победителей данной номинации карта «Монастырь». И здесь почти как всегда происходит примерно следующее. Наш герой воюет, еще воюет, можно даже сказать тащит, а тут бац, счет 9-13, и начался захват базы. Ну что, пора включать режим защитника. Захватчик из вражеского ВК-3002М, прямо скажем, никакой. Точно выпущенный снаряд это подтверждает. А вот Тигр-1 уже серьезней. Пара оплеух не смогли отправить представителя кошачьих на покой, но помогли уличить его во лжи. Тигр-то не один, а в компании ПЗ-СФЛ-5. Односторонняя перестрелка на средней дистанции, для ПТшки бой закончен. Ну и сбить захват не помешало бы, да? Но это лишь секундная радость, за которой тут же следует очередная попытка оглушить ИСа сиреной. Все тот же Тигр, но на этот раз ему не спастись от карательной советской машины. И тут же опять захват, да сколько можно, ПЗ-СФЛ-5. Помнится, твой тезка уже пытался показать свою крутость, вот только слишком много укрытий в виде вражеских обломков на базе. Ладно, добиваем ГВ Пантеру предпоследним снарядом и быстро соображаем, что же делать дальше. А соображать нужно действительно быстро. 438 по счету захват идет полным ходом. Альтернатив немного. Выкатываемся на врага и всаживаем в него последний снаряд. Тут же получаем бодрую ответочку и готовимся к битве титанов. 39 хп против 45. Кто кого? У нашего героя есть преимущество в весе, а у врага в наличии снарядов. Наш герой влетает всей своей массой в соперника и оставляет тому лишь 4 хп. Почти интимная близость, чтобы не попасть в прицел, и... Есть! Сокрушительный второй таран приносит нашему тяжу заслуженную победу. Отвага, мастерство и непоколебимая вера в себя помогли игроку с ником Николас Дэнди по праву стать защитником этой недели. Золото и специальная медаль прилагаются. Поздравляем! Воином этой недели становится игрок с ником Мишаел 2707 на 704 объекте. Караулить левый фланг на линии Зигфрида для ПТшки – дело благородное и почти всегда вознаграждается. Вот и нашему герою вскоре после начала боя это приносит свои плоды. Вражеский лев почему-то решил, что 704 совсем не опасен и можно просто ехать вперед, не обращая внимания на выстрелы. Глупый лев, глупый. Смена фланга обусловлена угрожающим счетом 1-5. Кстати, не успел объект проехать и 300 метров, а счет уже стал 2-7. Да уж, пора расчехлять свое орудие. Наш герой немного подумал, вспомнил все фильмы с Клинтом Иствудом и медленно, но уверенно достал из тумбочки свой любимый кольт Type 59, Т-25-2, ИС-3, Т-34-1, Фердинанд, КВ-3. Успели всех увидеть? Гляньте еще раз. Type 59, Т-25-2, ИС-3, Т-34-1, Фердинанд, КВ-3. Мини-зарисовка «Хороший, плохой, злой объект» закончена. Продолжаем в обычном режиме. Конечно, такой ритм вряд ли можно считать обычным, но как бы то ни было, по Е-75 наш герой не попадает. Зато почти сразу забирает Т-30. 704-го уже ничто не может остановить. Это вам без всякой радости подтвердят ВК-3002Д, ПЗ-СВЛ-5 и все тот же Е-75. Фух, вот вроде и все. Точнее, почти все. Две вражеские арты вряд ли станут большой проблемой. Едем на базу и обнаруживаем 212А. Мгновенная телепортация с поля боя в ангар или как неудачно играть в прятки. Один враг и даже живой союзник. Давненько у воинов в нашей передаче не было таких приятных раскладов. А нет, все нормально, союзник мертв. А мы что? А мы захватывать будем. Стоим, ждем, и вот враг. И вот нет врага. Отличный бой, 13 фрагов и признание всех поклонников вестернов – вот сегодняшний рецепт победы в номинации «Воин недели». Поздравляем! Вот мы и добрались до главной номинации – «Лучший реплей недели». Почетное звание достается игроку с ником Леха Лука на Е25. Противостояние на Заполярье началось сразу с места в карьер. Наш герой отъезжает от базы метров 50, и на этом его передвижения на время прекращаются. Уже есть необходимость обороняться. Надо? Так надо. Серия выстрелов по классу заканчивается плачевно для тяжа. Быстренько меняем свои приоритеты обстрела, и вот уже несколько вражеских ИСов успевают прочувствовать на себе все преимущества скорострельности пушки Е-25. Пока все достаточно гладко. Тем не менее, наш герой решает сменить позицию, от греха подальше. И уже отсюда продолжает раздавать свои бронебойные плевки.
Враги мрут один за другим, но есть проблема. Союзники делают то же самое куда быстрее. Разобрав вместе с Тигром неприятельский Су-122-44, наш ПТ отправляется карать уцелевших врагов в ближнем бою. Надоедливый МТ-25 убит комбинацией выстрел-таран, а вот сразу после этого происходит несколько знаменательных событий в 1 секунду. Очередной ИС отправляется на покой, у нашего героя кончаются снаряды и умирает единственный оставшийся союзник. 1 против 4, без снарядов. Как вам ситуация, а? Интригует? И правильно, единственный возможный вариант — это ехать на вражескую базу. Е-25 это знает и, не теряя ни секунды, выжимает все свои 65 км в час навстречу славе. Но на пути к успеху есть проблемки. Например, вражеская арта. Мгновенно принятое решение неприятельская САУ получает ваншот тушкой. На захват. Нервное любование накоплением зеленой полоски, победа почти скачалась и есть! Враги приезжают, но уже слишком поздно. Меньше надо было мериться рогами и больше играть. Абсолютно заслуженное звание лучшего реплея недели. Поздравляем и с радостью дарим золото и специальную медальку в ангаре. Молодец, затащил! Ну и на этом у меня все. Ссылка, как попасть в ЛРН, сейчас на экране. Не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии под видео. Нам действительно интересно ваше мнение. А если вам понравился этот выпуск, то посмотрите и другие выпуски ЛРНов и ВБРа, а то вдруг пропустили. А еще недавно я увидел потрясающий ролик об ИС-6. Посмотрите его тоже. Ну и на этом у меня теперь точно все. Всем спасибо, всем пока.